Всем доброй ночи. Итак, первая часть предсказания России. Потом будут регионы отдельно. Ночь только прошла. Загрузили предсказания общие для всех. И вот крупные и мелкие магуи уже растаскали по норам мои выражения. Некоторые вообще в наглую переписали и читают, значит, с бумаги. Что вам сказать? Если эти люди себя не уважают, то пусть продолжают дальше, потому что они должны понимать, что предсказания тех, кого многие уже знают и прислушиваются, так вот, предсказания этих людей красть очень опасно и глупо, потому что узнают сразу же. Это не тот случай, когда можно скрыть. Но, с другой стороны, предсказания неизвестных красть неинтересно. Неизвестные – это те люди, у которых нет никаких предсказаний. Да, как ни крути. Итак, Россия. Перед вами славянские боги. Не все, конечно. Но в любом случае Россия для меня именно так и существует. Я по-другому ее не вижу и не понимаю. Она под покровительством своих древних сил, своих древних богов. И, кроме всего прочего, Россия именно поэтому устояла и смогла отстоять себя, и живет, и будет жить дальше. Надеемся, что вечно. Почему? Потому что в России очень много различных верований, различных традиций. Россию охраняют, покровительствуют, спасают и помогают различные боги. Вот в этом ее сила. Теперь посмотрите на страны и народы, в которых единая религия, все остальные верования и все остальные культурные ценности и наследия особо-то не поддерживаются, иногда и преследуются. В них нет этого духовного наследия, а у нас есть. Вот секрет нашего долголетия и силы заключается в разных народах и в разных культурных ценностях, верованиях, традициях и обычаях. Об этом всегда помните. Недавно выставляла в сообществе «Народы России». Можете набрать, посмотреть. Молодой человек очень красиво все это снял, описал, сказал про все народы России. Так вот, если не считать, то есть наоборот, если считать и маленькие народности, некоторые из них составляют буквально десятки человек, у нас более 3000 народностей получается. Вы представляете? И все же наш верховный главнокомандующий не просто так подписал указ в 2001, по-моему, если я не ошибаюсь. Сейчас не помню, 2001 или 2012, ну, в общем, неважно. О сохранении культурного наследия России, всех традиций, обычаи, верования, языков народов России. Дело в том, что поскольку он из старой школы КГБ, которая плавно перешло в ФСБ, в любом случае, друзья мои, там были даже отделы, специальное отделение, где взаимодействовали с людьми одаренными, с людьми, которым открыто и ведомо больше, чем другим. Использовали
эту одаренность и знания этих людей, и навыки этих людей в определенных целях для государства. Об этом не озвучивается, но даже там проходили эти уроки, объясняющие, разъясняющие влияние энергии, различных энергий, различных верований, традиций, обычаи, как они влияют на жизнь страны, на жизнь людей и прочее. Поэтому хочу, чтобы вы понимали, что они очень серьезно к этому относятся. И постоянные поездки на север к шаманам, о которых не сказано, тоже не просто так. Так что будем дорожить всем своим наследством и наследием дальше и понимать, что богатство нашей страны – это ее народы, их духовное наследие, их сила и их боги, которые покровительствуют и обеспечивают нам вот это вот силовое поле. Итак, начнем. Первое. Ну, как вы знаете, как вы же заметили, такое ощущение, что прям эти события ждут, когда уже будут высказаны, да, и потом начинают просто молниеносно сбываться. Вот отпускаем джинна из бутылки, то есть слово. Вначале было слово, да, слово было у Бога, и слово было Богом. Слово – это означает сила мысли, высказанность, все, что мы отпускаем, энергия вышла, и она будет действовать и работать. Поехали. В этом году, вы помните, что в прошлом году было сказано «дело генералов». Многие так иронично улыбнулись, мол, ну что может с этими генералами быть? Они самые такие охраняемые, да, неприкасаемые. Но время показало, что дело генералов все-таки даже так и назвали – дело генералов. Новые люди, если помните, что придут, именно так и назовут партию «Новые люди». Они пришли. Ну, много другое уже, кому интересно, пересматривайте за время 2024 года. Наши зрители все время узнавали, находили подтверждение всех этих предсказаний, выставляли, и мы выставляли, поэтому не будем на этом зацикливаться сейчас. Итак, друзья мои, этот год очень черный для депутатов. Огромное количество арестов депутатов. Старые волки-то себя обезопасили, но кинут вперед и станут козлом отпущения новые. Те, которые неискушенные, те, которые очень часто выступают, все время, вот знаете, это петушатся. Давайте такой закон примем, давайте тот закон, этот закон и так далее. Несколько старых волков тоже будет охвачено. Все остальное, наверное, пока мелкота, но это будет такая порка всенародная на площади в назидание другим, чтобы другим неповадно было. Аресты депутатов. Прямо во время заседаний будут заходить люди в масках, арестовывать, тащить, выволакивать с кресел в прямом эфире и по-разному. В общем, это будет показное такое, знаете, показная порка по всей России. Так и напишут: раскулачивание депутатов, дело сенаторов. Так что готовьтесь к этому. Далее. Дело журналистов. Будут запрещены и перекрыты многие газеты и журналы.
Многие из них относятся к желтой прессе, они будут объявлены инагентами и будут запрещены на территории России. Журналисты многих телеканалов, значит, будут большие разоблачения и судебные процессы по поводу журналистов, которые много лет по тем или иным причинам или из-за денег распространяли ложную информацию о людях. Закроют и запретят даже крупные телеканалы. Далее. Аквапарки. Будьте очень осторожны с этими аквапарками, с каруселями. Огромное количество трагедий связано с ними в 2025 году. Особенно детей. Далее. Раскроется очень большая сеть, в котором будут замешаны врачи, чиновники. Это продажа детей по фальшивым документам, бездетным парам, которые изначально договариваются с врачами, платят большие деньги, и поступившие либо молодые девушки, либо женщины, может быть, у которых был тяжелый случай, они должны долго отходить, объявляя их детей умершими, мертворожденными, они продавали этих детей, в разные стороны, скажем так, и за границу в том числе. И вот эта сеть откроется, и будет просто ужас, сенсация, и долгое время они не будут, то есть люди не смогут прийти в себя после таких вот подробностей. Эта сеть буквально спрут по всей России. Существует, и оно раскроется, очень резко раскроется. Как было сказано, год змеи еще называют год священного факела, который освещает дорогу и освещает и показывает все потаенные, тайные, страшные места. Месторождение 2. Месторождение. Одно месторождение нефти, внезапные, которые найдут, скорее всего, в Северном море. И эта находка даст очень большой, огромный запас нефти, значит, на несколько сотен лет вперед. Далее второе месторождение алмаза. Причем в таком неожиданном месте, что до этого даже не предполагалось. На территории России, естественно. На слиянии двух рек построится какая-то очень мощная, я просто не знаю, поскольку я не физик-ядерщик, что-то похожее на какую-то станцию, которая будет обеспечивать и электричеством, и интернет-связью, то есть усиливать северные города, вот северная сторона России. Проснется один очень крупный вулкан в России. Но он не причинит урона городам, что очень странно, потому что все будут наготове для эвакуации людей. Вулкан проснется, но лава застынет на много километров до того, как спустится вниз. Потери людей в горах зимой. Опять потери в горах. Потом
как говорят, каждый год наши рыбаки на той же льдине опять выходят в открытое море. Ну что ты будешь делать? Любят наши мужики приключения искать. Потеряются, причем в 3 направлениях большое количество людей. Больше 100. 2 человека из них погибнут. Вот запомните, 2 человека. Причем даже может быть отец и сын, потому что родственники. А всех остальных эвакуируют. Если ваши мужики собираются куда-то на эти, значит, льдины и лед, который никогда не проваливался вот годами, они ездили туда, и вы уверены, что все хорошо, не пускайте их, потому что в таких неожиданных местах провалится, раскроется лед и унесет их. И кто его знает, может, в числе погибших вдруг окажутся ваши родные. Не хотелось бы, чтобы это случилось. Берегите близких людей. Далее. Еще один корабль. Очень мощный, огромный. Может быть и как ледокол, может быть и как авианосец. Но строительство еще одного или спуск еще одного корабля. Соловки, Соловецкий монастырь. Что-то там откроют, и очень часто будете слышать о Соловках. Вообще Соловки, если кто не знает, это построили монахи, которые абсолютно вот просто голыми руками таскали камни. И вот эти... Там еще было место судоремонтный док, так назывался. Это вот простые люди, обыкновенные монахи, но настолько все умно и правильно это все было сделано, что просто удивляешься, почему люди, имеющие все возможности, деньги, инструменты, так не могут, как сделали эти монахи. Вот запомните про Соловки, что-то такое там откроют. Может быть, рядом будет какое-то учреждение, куда будут возить людей, где люди будут ознакомливаться с этим трудом. Может быть, просто детей будут забирать. Может, какой-то лагерь недалеко откроется. Именно Соловки. Ну, естественно, не зоновые вот эти места, где в сталинское время находились люди, а как монастырский комплекс. В этом смысле. Волга обнажит свои секреты. Волга будет отодвигаться. Вода в некоторых местах сойдет, и выйдут на свет Божий такие маленькие островки с потопленными когда-то селениями 200-300 лет назад. Удивительные вещи покажет нам Волга в этом году. Она в этом году вообще, в этом году, в 25-м году, она будет очень активно принимать участие в жизни России. Вот именно Волга, судоходство на Волге, какие-то экскурсии на Волге, передачи на Волге, Волга. Все время Волга будет крутиться на экранах телевизоров именно про Волгу. Помните это. Еще раз хочу предупредить, что в прошлом году, уже позапрошлом, 2023 году, грабили дальнобойщиков. Даже сказала, где Астрахань, Саратов, Волгоград, вот на этих трассах. В этом году тоже. Вообще этот год дальнобойщиков, этот год новых станций для них, новых гостиниц вдоль дорог. Откроется новая трасса, которая соединит юг и Москву. И очень сильно сэкономит время и немного, преуменьшит напряжение этих трасс. Слегка возьмет на себя эту нагрузку. И на этой трассе
первый год часто будут вот эти вот грабежи. Когда их поймают, вы просто обалдеете от того, что узнаете, кто они были. Это будут дети чиновников. Это вызовет огромный скандал в стране, которые собрали банду и грабят. Они сейчас это делают, просто еще никто не знает. И как только их возьмут за хвост, вот тогда вот узнаете вот эту скандальную новость. И, естественно, очень сильно удивитесь. Далее. В школах. Школьная реформа никак не достигнет своего пика. Но, во-первых, закон будут, по крайней мере, рассматривать, уже будет идти к принятию, уменьшить возраст преступлений и преступников. Потому что преступления, преступления помолодели. Уже в 12-13 лет сжигают чуть ли не своих одноклассников и остаются в живых и безнаказаны. Будут рассматривать закон о трудных подростках, будут возвращаться, к перевоспитательным программам Макаренко и откроют большой такой центр для трудных подростков. Он пока откроется в Москве, а потом начнут филиалы по всей России. Именно центр перевоспитания. Это как-то средний между тюрьмой, больницей и школой. Вот что-то в этом роде. Где будут пытаться перевоспитывать этих волчат с очень неблагополучных семей, если это возможно. Значит, их приучать к труду и прочее. И в основном вот в Москве, это так название Москва, Балашиха, чуть подальше, где лесная зона, вот там будет этот лагерь. Ну как, культурно будут называть лагерь, а так, понятное дело, что это место наказания, перевоспитания. Пока не забыла вам сказать, год 2025 проходит, под покровительством бога Род. Поэтому многие женщины, даже в зрелом возрасте, забеременеют и родят детей. Для них это будет, то есть, как снег на голову. Многие сами, не ожидая того, думают, что их организм уже не способен воспроизвести, как бы уже расслабились, спокойно живут своей жизнью и узнают, что они беременны. После 40 очень многие в России в 2025 году, многие женщины, даже те, которые бездетны, родят после 40 лет. Далее. Женщины, которые хотят родить ребенка и не получается. Мой вам совет. В 2025 году возьмите ребенка с детского дома. Я объясню вам почему. Потому что, когда вы берете ребенка, вы пробуждаете в себе эти материнские чувства, качества. Ваш разум расслабляется, отпускает все страхи. И ваше тело готово забеременеть и родить ребенка. Многие женщины, которые берут с детского дома ребенка, через некоторое время рожают своего ребенка. Это заслуга того самого ребенка. Он внутри вас пробудил это материнское начало, которое спало. Возьмите ребенка, потому что вот год бога Род, да, под его руководством, под его покровительством, он говорит вам о том, что вы должны спасти и другой род, тогда и ваш род будет иметь продолжение. Так что 2025 год – это год урожайный, если можно так сказать. Много родится детей, и родятся эти дети в основном у зрелых женщин. Будете возвращаться к старинным именам. Ульяна, Марьяна, что еще? Доброгнева,
Святослава и прочее, прочее. К славянским именам, кельтским именам, но к старым именам. По всей России будут проводиться исторические слеты, реконструкции исторических сражений, каких-то судьбоносных. Даже будет очень интересный такой момент, когда покажут вам, значит, прибытие заморской невесты для великого князя. Вот такой вот спектакль сыграют дети из старших классов, младших, и это покажут. Это может быть у нас в Поволжье случится. Этот год патриотов. Год, когда много будут находить и, значит, находить и узнавать имена, фамилии, там, личность, выяснять павших. Так, значит, у нас в соседской Беларуси, но об этом потом скажу, когда отдельно буду снимать. И у нас значит, в Ленинградской области, сейчас уже Волгоградской, тогда Сталинградской, естественно, пройдут торжественные перезахоронения останков солдат, найдут место братского захоронения посреди поля. Найдут очень случайно, внезапно, потому что решили освоить это место, в том числе присоединить. И вот тракторист во время работ полевых найдет это братское захоронение, и этих людей перенесут, значит, и захоронят в иной братской могиле, но некоторые имена, наверное, человек 15 останков, имею в виду, найдут своих родных и близких, потому что у них на этих жетонах будут написаны их имена. Знаете, почему многие не писали? Был страх смерти. Они считали, что если они напишут, точно погибнут. И, боясь вот этого, просто не писали свои имена. Далее, что касается малого бизнеса. Большой бизнес будет давить малый бизнес, просто давить, вытеснять. Это, знаете, это плохая новость. Поэтому изначально рассчитывайте на то, чтобы у вас было место запасное, куда можно перейти, перенести свой магазин маленький. И там как бы сможете продолжить. Если вы вдоль дорог или где-то в поселке, то можете быть спокойны, там вас никто не тронет. А в городах малый бизнес очень сильно пострадает. Закроются многие магазины, потому что не сумеют осилить эту конкуренцию. В основном касается стройматериалов и продукции. Виноводочный закон. Будут отозваны лицензии у некоторых фирм. И очень жесткий закон по поводу качества алкоголя, сертификатов и прочее, прочее. Поэтому это тоже приведет к тому, что меньше все-таки станет этих больших и маленьких магазинов возле домов. Не так легко будет в любое время как бы приобрести их. Строгость начинается по отношению вот к этому всему. Значит, далее рейдерские захваты. Много ожидается и ресторанов, и торговых центров. Так что, значит, хозяева торговых центров и прочее, обезопасьте себя. Сделайте все для того, чтобы у вас документация была в порядке, потому что по любому поводу будут придираться, будут постоянно вас проверять, перепроверять. Что касается блогеров, значит, в этом году блогеров особо не будут доставать.
просто примут некоторые важные законы, по которым они тоже будут защищены, скажем, блогерство. Государству нужны налоги, и нужны большие налоги. Люди, которые могут эти налоги обеспечить, они, в принципе, нужны государству, и государство начинает вести политику, как бы идти навстречу этим людям. Но там будут определенные требования, которые нужно будет выполнить. Далее. Значит, ослабляя эту хватку, они будут заманивать их обратно в Россию, потому что многие убежали, уехали, боясь, сами понимаете, сейчас очень много, кто-то сам виноват, у кого-то не такая уж страшная вина, но как-то надули это все, раздули, сделали из мухи слона, потому что так надо было. И людям как-то не очень уютно жить в ожидании постоянного ареста и прочее. Они начали уезжать. И для того, чтобы это все свести на нет, поскольку, сами понимаете, это потеря огромных денег, и эти деньги остаются в других государствах, то в России власти начинают заманивать их обратно, и вот это вот преследование этих людей постепенно сойдет на нет. Не сразу, но в году 2025 постепенно как бы фундамент будет положен. Потому что все-таки в других странах такие люди, они ведут за собой других людей, чему-то учат, может быть, не совсем где-то правильно делают, понятное дело, но, по крайней мере, там это все регулируется, и нет вот этого вот ножа к горлу. Вот, собственно. И поэтому, естественно, нужно у нас тоже начинать это все регулировать, чтобы тем самым и государству дать возможность брать налоги, они немаловажные. Ну и, собственно, народ чем-то нужно занять, понимаете? И во все времена нужно занять. И вы думаете, что когда Советский Союз разваливался, зачем эти сериалы включали? Народ был занят, все время что-то смотрел. Будут стараться делать престижным профессию учителей, потому что в учительство меньше всего уже начинается туда. Молодые люди, заканчивая педагогические университеты, не очень стремятся работать в школе, потому что стало это как дно, знаете, как болото. Учитель совершенно не защищен, и с ним можно делать что угодно, потому что образование выдвинули в сферу услуг. И как оказывающие услуги, то есть клиент всегда прав, и вот с таким лозунгом мы идем вперед. И это есть нехорошо. В школах очень много будет разборок с учителями, очень много судебных дел. Вообще 2025 год выявит наружу очень много гнилья со всех сторон. Дележка имущества, семейные какие-то драмы. И, к сожалению, очень много случаев расправы отцами своих чад. Семьи, детей, матери. Много. 2025 год, хоть и под покровительством Бога род, но род не любит гнилой род. И словно вселяется что-то в этих людей. Вселяется не в чистых, хороших людей. Мы прекрасно знаем, что вселяется в людей, которые сами по себе изначально не люди. И они просто будут проявлять себя в таком качестве. Поэтому, дорогие женщины, если у вашего мужа есть склонность к насилию, если он поднимает руку на вас, на детей и так далее, 2025 год может стать для вас и для ваших детей последним. Если вам дети дороги чуть больше, чем то, что у него между ног, если у вас есть материнские чувства, кроме чувства самки, которая там, кому я еще буду нужна, с детьми и так далее, если у вас самка все-таки
чуть меньше, чем мать, возьмите своих детей, уходите от таких людей, потому что очень опасный год, заканчивается. Вот род, он не любит не сплоченный род, не любящих друг друга семью. Он не дает шанса и не дает продолжения тем родам, которые сгнили изнутри. И поэтому нужно от такого недочеловека отсечь и уйти подальше, пока не случилась трагедия. Вот, я вас предупредила, остальное ваше дело. И, пожалуйста, товарищи женщины, не нужно свою похоть и свои грязные желания оправдывать детьми. Детям нужен отец. Детям нужен отец, а это не отец. С таким отцом ничего хорошего этим детям не светит. Девочки будут искать такого же тирана, будут битые, как мамаша, потому что они другой жизни не знают. А мальчики будут бить своих жен в будущем, потому что они другой жизни не знают. Я бы вообще таких матерей, я не знаю, закрыла бы в каком-нибудь месте, вот какой-нибудь за колючей проволокой, и никогда бы не разрешила родить детей, потому что они понятия не имеют, что такое быть матерью. Мать – это защита. Подойдите к кошке и попробуйте забрать котенка. Расцарапает вам глаза. Это кошка, понимаете? А вы, женщина, вам есть чему научиться у кошек. Очень часто мы видим такие сцены и в аэропорту, еще где-нибудь, где абсолютно пьяное быдло просто выступает, швыряет детей в разные стороны, а жена, так называемая, вот эта курятина рядом ходячая, орет: выпускайте моего мужа, не трогайте моего мужа, ей главное муж. А то, что этот муж калечит психику ее детей, просто такие мамаши потом удивляются, почему на старости лет дети не хотят знать, как тебя звали, кто ты есть, как ты живешь. Потому что твоя основная функция защиты своего ребенка тобой не выполнена. Вот видите, вот это вот Рожана, так называют берегиню, главную матерь, начало, родоначальницу, поэтому ее поставила впереди. Она в этом году должна защитить свое потомство. Вот пробудите внутри себя Рожану. Выкиньте на время хотя бы самочку похотливую, для которой мужик и штаны важнее. Опасный год, вот, и год вот этого такого вот семейного насилия. Именно мужчины это будут делать. Далее. Очень много протестов даже среди губернаторов, среди сенаторов, среди депутатов касаемо принятия, усыпления домашних, то есть, извиняюсь, беспризорных животных. Очень большие дискуссии. Опять же, проверки тех людей, которым государство выделило деньги на стерилизацию, на все эти необходимые процедуры для бродячих животных. И проведены они или нет. Опять будут разоблачать, раскрывать вот эти мошеннические схемы всех этих закрытых, как бы, то есть этих зоозащитных организаций, которые абсолютно не заняты защитой живых существ, а набиванием своего кармана они заняты. Поэтому будут происходить, конечно, очень скандальные такие разборки, суды и прочее. И очень большое противостояние именно закону об усыплении беспризорных животных. Год медведя. Очень много популяции медведей и сейчас не регулируется. В советское время регулировали. Сейчас за отстрел медведя, значит, сколько там, 20-25 тысяч нужно оплатить. А откуда у людей такие деньги, чтобы платить егерю для того, чтобы, значит, пойти отстреливать? Раньше вообще сами охотники, охотоведы там от государства им выдавали вот эту норму и платили за это, и
позволяли эту шкуру продавать, и они как бы шли. Сейчас будут охать и ахать все эти псевдозащитники живой природы, но я хочу вам объяснить, что это нормально. Нужно регулировать каждый год популяцию волков, популяцию медведей, если вы хотите, чтобы ваши дети были живы и здоровы. И поэтому, сидя в Москве в кабинетах, задницы по 3 метра, с деньгами своих этих, как там, подопечных, сидите, рассуждайте о людях, которые живут в севере, то есть на севере, которые живут возле леса, где просто постоянные нападения. Волк столько раз не нападает на людей. Волки очень редко, когда выходят к людям, это уже прям должны быть голодные. Как правило, они приходят ночью, забирают собак и так далее. Кстати, собак тоже закройте. Опять напомню, зима приходит, эти бедные собаки. Во-первых, кормить нужно этих бедняк. В 2020 году всех нас заперли по домам, не разрешали выйти под страшными штрафами. Знаете, сколько животных так погибло? Раньше хотя бы возле ресторанов, возле домов приходили, кушали. А так вот просто уничтожили и не только животных, но и многих больных людей, которых под разными предлогами отказывались принимать в больнице, и очень много людей ушло. Когда я говорила, что таким образом так и избавиться от многих больных людей, мне не верили. Ну да ладно. Так вот, в этом году зима у нас будет не суровая, да, могу успокоить. Ну, я не говорю про север, конечно, и не про Сибирь. Там всегда так. Зима не суровая. Не снежные. Будут иногда прям вот, знаете, вот будет валить снег вот несколько дней, а потом долгое время не будет. Она не будет суровая, это уже немножко успокаивает, что так много живых созданий не погибнут. Обычно они зимой. И больше всего они гибнут не из-за того, что не могут найти еду, это еще можно терпеть как-то, а потому что им выспаться нужно, а их гонят туда-сюда, понимаете. Я уже говорила и повторяюсь, когда вы проходите мимо собаки, пинаете бедную собаку, которая лежит, спит себе, набирается сил. Ну, собаки же вас не пинают, когда вы в подъездах, там, извиняюсь, сношаетесь или колитесь, или пьете, валяетесь в полупьяном состоянии, полумертвом. Собака же, когда проходит, не пинает вас, правда? Так зачем вы их пинаете? От этих собак нет никакого вреда, от вас больше вреда. Поэтому будьте так любезны, будьте людьми. Помните, что вы человеки, венец творения, как говорится. Так вот, медведи, поскольку не регулируют их популяцию, значит, будьте очень осторожны. Сейчас перечислю. Тверь, Тверская область, Ярославская область, Владимирская область. Вот в основном там нацелены. В основном трагедии могут случиться там. Очень много. Не отпускайте своих собак на самовыгул в лес, если у вас есть хоть капля мозгов и немного сердца и души. Я не понимаю этих людей вообще. Зная, что там полно волков и медведей, отпускать, значит, своих собак туда, чтобы что? Почему я сказала, что зимой? Потому что много будет шатунов. И к весне особенно. Ну, я имею в виду на весь год, я сейчас не только про зиму. Зимой, во-первых, шатунов там будет много. И, естественно, весна, лето, осень, там очень часто могут быть нападения. Будьте очень осторожны, грибники, там собирайте там ягоды и так далее. Осторожно, нападений сотни будут просто. Медведи, как ошалевшие в этом, то есть в 2025 году, они очень активны. И очень много их стало. И они будут уже выходить к людям. Есть очень умные, в кавычках, водители, которые кормят этих медведей, медвежат, не соображая своей башкой. Им весело. Они снимают эти ролики. Вот, Миша, Миша, там, Потапыч. Очень хорошо. А потом этот медведь не боится человека. И в итоге гибнет и медведь, и человек. Понимаете? Потому что если он сожрет человека, его пристрелят. И что будет в конце концов? Вы знаете, иногда такое милосердие проявляют вообще не к месту, а иногда такое скотство. Губернатор какого-то там края, значит, приказал пристрелить маленьких медвежат для безопасности граждан. Я не знаю, что могли сделать медвежата, которым по полмесяца.
там был большой медвежонок и маленький, причем зимой пришли бедные на остановке, этот большенький их как-то так собрал и грел. Видимо, маму убили. У вас же прекрасное развлечение, да, на рожон медведя вытаскивать с берлоги. Это очень подлая вещь. В древние времена считалось, что охота на медведя самая подлая вещь. И что эти люди прокляты. Вы знаете об этом? Вот прям вытаскивать. Это не о том, чтобы популяцию регулировать, а вытаскивать спящего зверя. Ну, мамашу, наверное, пристрелили, а вот эти остались. И они пришли к людям за помощью. А люди что сделали? Застрелили их. Красота! Маленьких медвежат. У вас что, нету огромное количество этих центров, куда забирают добрые люди, а потом выпускают в лес, или там, или так и оставляют, или в зоопарке закрывают, не знаю. Но также нельзя бесчеловечные вещи творить. Это мать природа, понимаете? Преступление против матери природы очень наказуемы. Так вот, в этом году большие субботники будут организовываться. Год, вот как раз год рода, год матери природы. Значит, сажать лес. Уже говорила в первой части. Лесопосадка. В этом году во всех регионах будет просто такой клич. Сажаем лес, обновляем лес, ухаживаем за лесом. Значит, будут отодвигаться, начнутся судебные дела против тех, кто незаконно, значит, захватил лесные территории, построил там какие-то курорты или для себя какие-то охотничьи угодья. Егеря будут сидеть в этом году, товарищи егеря. И еще те, которые организовали пожары в Якутии в этом году, начнут их сажать, потому что ваша крыша в Москве, значит, лишится своей должности. И вы будете сидеть. За что? За то, что вы организовывали вот этот пожар леса, чтобы под этим пожаром рубить километры леса и продавать. Дураков нет, все это прекрасно понимают. Но пока есть крыша где-то там, да, вас не трогали. Вот в этом году ваша крыша, как прикажет, долго жить. И вас будут сажать. Помните, вот якутские егеря, 2025 год, ваш плохой черный год. Дальше. Провалы на трассах. Будьте осторожны. Особенно, значит, регионы я же хотела отдельно. Ну ладно, пока не забыла, скажу все-таки. Потому что это у меня может вылететь из головы, понимаете? Оно приходит этим потоком. Я вам говорю, это я вижу как фильм перед глазами. Я вам передаю. Потом могу и забыть, запамятовать. Значит, область Астраханская, Казань. И ближе к Финскому заливу. Ну, в общем, туда Ленинград и так далее. Вот те места. Из-под асфальта будет просто выбиваться горячая вода. Это привет нашим ЖКХшникам. Горячая вода, трубы, которые давно не меняли. И будут просто будет проваливаться асфальт. Если вдруг увидите, заподозрите, что рядом вот вода просто протекает, остановите движение, вызовите, не знаю, кого угодно, МЧС, всех на свете. Вызывайте, потому что вы спасете этим жизнь людям. Будут провалы, огромные провалы асфальта. И, как всегда, конечно, концы в воду. Никого не найдут. Все невидимки, никто не знает. Это как вечный вопрос, да? Кто сказал? Достоевский, по-моему. Вечный вопрос в России. Что делать и кто виноват? Мне один случай запомнился, я не могу забыть, когда парень молодой пропал. Искали возле... Там бензоколонка, просили, умоляли, можно посмотреть ваши видеокамеры, они не дали твари. И потом, когда с улыбкой вот эта тварь, работающая в этой конторе, сказал, не знаю, куда хотите. Молодой парень, 19 лет, который единственный ребенок, помогал матери. Он провалился в этот люк, и вы представляете, он всю ночь, он был живой, когда его вытащили, потом патологоанатомы сказали, что он умер буквально где-то 3-4 часа назад. То есть он был всю ночь живой, этот ребенок, может быть, кричал. И там просто видно на видео, как он падает. Элементарное человеческое просто скотство.
Неужели Хорошо, ты не даешь видео, но ты сам можешь перемотать ради интереса, посмотреть, что случилось с этим парнем. Вот по этой местности он шел. Его могли спасти. Вы когда такие вещи делаете, дорогие люди, в кавычках, вы не забывайте, что в этой ситуации может оказаться ваш сын, ваш внук, ваша дочь. Всегда помните, всегда на своей шкуре ощущайте, вот что вы сделаете с другими, будет возвращаться к вам. Как женщина-лифтерша, которая слышала крики и мольбы о помощи и выключила просто. Ну, мне там мусорку надо было принимать, еще что-то. Я просто не посчитала, я вот думала, а если бы тварь вот в этом лифте резали твою дочку, что бы ты тогда подумала? А ведь когда-нибудь это может случиться. Очень может случиться. Часто такое бывает, понимаете? Помните, что род вам это не простит. Вот все, что вы в 25-м году сделаете, это основа, фундамент, потому что это год, который поднимает нас постепенно, поднимает с той бездны, куда мы упали вот в 19-20 году. Конец 19-го, начало 20-го. Мы шандарахнулись в эту бездну, и начались войны, дележка, потеря территории, смерти, беженцы. Вот, 20-й год. Мы теперь поднимаемся постепенно. Это наш год взлет. И мы в 2027 году уже будем наверху и начнем опять свое спокойное такое вот течение, пока опять не наткнемся на какую-нибудь бездну. Этот год очень решающий, очень судьбоносный, очень важный. Вот 2024 год был год карма под значит, покровительством Немезиды, и каждый получил в том году то, что заслуживал. На самом деле, то, что заслуживал. Не надо никогда думать, что вот за что мне, а я почему так вот. А вы сядьте и подумайте. Знаете, иногда ничего не делать тоже преступление. Если в вашей жизни были моменты, когда вы могли, и вам не хватило решимости и ума, вы должны за это тоже платить. Вселенная с нами не считается, у Вселенной нету чувств. Она никого не любит и не ненавидит. Она руководствуется разумом. Есть коны мироздания, то есть законы мироздания. Не нарушай их, и ты будешь в сохранности. Нарушаешь, значит, будь готов. И запомните, в этой жизни нельзя только брать. Если вы только будете брать и ничего не отдавать взамен, в какой-то момент то, что вы взяли, вот этот долг, огромный, вас раздавит под собой, понимаете? Вы должны еще и отдавать. Дальше. Значит, закон о психически нездоровых. Значительно легче будет их все-таки определять туда, без их согласия. Если собрать подписи, значит, всех жильцов, участкового врача и так далее, и так далее. Он и сейчас есть, но он не действует особо. И вот внесут определенные поправки. Год 2025. Он денежный. Он и опасный, и денежный. Как я и сказала, кровь и золото. Он очень денежный для тех людей, у которых просто безумные идеи, они хотят воплотить в жизнь. Вот этот год самое то, подъем. Вы сейчас основу положите, фундамент ваших будущих богатств, имущества. Потому что мы уже поднимаемся. Пропустите этот год, потом будет очень трудно. Потом просто без вас обойдутся, потом вас обойдут, и такие там заведения или что-то еще уже откроют без вас. Как я сказала, 2024 год – это начало для пути, начало для старта, думать, что вы хотите начать. А 2025 год – это время заработать на том, что вы начали в прошлом году. Далее. Это год кавказских народов. У них будет успешный год. Строительство, какие-то новые проекты, новые инициативы. Очень много хорошего именно для южных народов и кавказских народов Российской Федерации. Год сохранения ирбиса, снежного барса.
И, значит, популяция их будет увеличиваться, потом будут показывать, каких выпускают на природу и прочее, прочее. Год Земли, матушки Земли. У детей очень много намечается походы, значит, всякие поездки. Но будьте осторожны насчет лесных животных, не забывайте. Те, которые очень любят отдыхать возле рек, я не рекомендую вам в 2025 году оставаться там с ночевкой. Дальше. Поскольку год таинственный, очень часто в лесах будут случаться такие не очень хорошие происшествия, когда вас будут путать, когда вы будете теряться в лесу. Сначала вас позовут мяуканьем котенка или там плачем щенка. Не игнорируйте, потому что, может быть, действительно там котенок и щенок. Но когда подойдете и увидите, то услышите, что дальше начинает, значит, не идите, отворачивайтесь и уходите. Начнут вас звать. Сначала вас позовут голосом знакомых, может, голосом родственников, даже, может, голосом умерших родных. Потом вас могут позвать уже более страшными голосами. Потом вы поймете, что вы запутались. Это для тех, кто любит гулять в лесу. Во-первых, есть обереги от медведя. Посмотрите на моем канале. От медведя, от волка, от лесных животных. Во-вторых, когда вы поймете, что вы запутались, не можете найти дорогу, снимайте с себя рубашку, или верхнюю одежду, или куртку, переворачивайте наизнанку, надевайте, начинайте искать дорогу, вас сразу выведут. Это очень старинный обряд, это не я сказала, это издревле известная вещь. Как найти дорогу, как выйти. Год славянской символики во всем. Откроются там всякие кафе Ивушка, там прочее, прочее. Я знаю, чего вы ждете. Вы ждете, что я скажу насчет конца войны. Я вам уже говорила, еще раз говорю. 25-й год – это уменьшение, 26-й год – это, в принципе, окончательно уже придем к определенному выводу о том, что и как будет происходить. По крайней мере, вот той мобилизации, которую вы ожидаете, этого не будет. Той силы, которая есть, его вполне достаточно. Год новых оружий. В Москве организуется, значит, показ нашего оружия. И будет вся Саудовская Аравия, Китай. Китай тоже представит свои новые оружие свое. В принципе, саудиты в 2025 году значительно наберут оборот за счет того, что, то есть, на них очень сильно надеется Запад. Но об этом я расскажу вам отдельно, когда буду снимать про это. 3 страны. Вот саудиты. Персия пока отпадает. Она не так уж сильно сейчас, не сильна так в политике, потому что после гибели их президента у Ирана совершенно двоякая политика началась, непонятная. Но Персия настороженно ждет ударов со стороны, с этих воинских баз, которые уже поставили в Арцахе. Честно, с одной стороны, конечно, Иран, он мощное государство, с другой стороны, не очень-то и жаль, потому что когда они поздравляли с гибелью армян, как-то надо было думать о том, что это повернется на их головы. Не подумали. Или подумали, решили, обойдется. Теперь время расплаты, пусть каждый получит по заслугам. Кто нас не жалел, тех мы тоже жалеть не обязаны. Как бы там ни было, три страны сейчас вот в 2025 году более так будут верховодить. Это Китай, Россия и Саудовская Аравия. Так что будет организовано, значит, еще один
бизнес-саммит пройдет, будут заключаться и уничтожаться договора, рушатся. От Трампа особо не ждите каких-то послаблений. Единственное, что Трамп сдаст Украину, в принципе, с потрохами. Но об этом тоже, когда отдельно будем говорить, про эти страны, я скажу. Далее. Значительно улучшится все-таки атмосфера между Россией и Америкой. Приходят новые люди, новая команда людей, которые будут пропагандировать мир, общее там процветание, что там еще, заключение договоров. Зачем нам воевать, если мы можем у России взять очень много дешево и хорошо? Сколько можно как бы это все тянуть? Зачем это нужно? Россия огромная страна, с ней нужно считаться. В общем, вот так. Что мы ликвидируем безработицу в Америке, нехватку ресурсов, значит, это все сведем на нет. Именно тем, что прекратим эти войны и заключим новый договор с Россией о коллективной безопасности. Вот. Ну, вы не забывайте, кто они есть. Говорить они могут много чего, но у них основная цель это из той серии с лесой и виноградом. Не получилось, но надо заключать договора. Вот. А если бы получилось, был бы, конечно, иной разговор. Итак. Для людей, которые в России начали свое дело, это благополучный год. Для некоторых мелких предпринимателей не очень, но если они вовремя просто перенесут свой бизнес, то они смогут спасти. Поскольку будут строиться большие концерны, они будут давить мелкий бизнес. Уже будет не так выгодно. Но если вы вовремя просто переведете, перенесете в более, знаете, такое мало востребованные места изначально, как кажется, может быть, подальше от более центральных городов. Ведь богатые люди не глупые, когда они, например, в Подмосковье строят вот эти все свои отели и прочее. Потому что Москва, она перенасыщена, и многие, когда хотят отдохнуть, они хотят уехать подальше от города. То есть здесь оно более востребовано оказывается. Потом те же маленькие кафешки возле дорог, они зарабатывают больше, чем огромные рестораны. Почему? Потому что дорога оживленная, потому что все время ездят люди, все время, значит, останавливаются. Те же маленькие отели возле дорог. Правильно, если построите свой бизнес и не будете останавливаться, идти вперед, то успех вам гарантирован. В этом году в России значительно, очень, то есть заработок людей, которые работают на себя, значительно повысится, значительно, и казна пополнится. Друзья мои, в этом году камни будут говорить. Вот сейчас я вам скажу, что это такое. Значит, будут рассыпаться большие скалы, раскрываться, словно они вот впитали в себя вот этот негатив, эту боль этих лет, и даже камни не выдерживают. Вы будете узнавать о том, что, например, в Алтае какой-то огромный камень или огромная скала треснула пополам, раскрылась. Камни будут раскрываться, камни будут забирать на себя человеческую боль, негатив. И вы же знаете, когда человек, например, носит что-то, и если у человека постоянно трескаются камни на украшениях или отлетают, обычно говорят, что камень взял на себя всю эту беду, боль этого человека, и поэтому как бы расплатился за этого человека. Вот то же самое будет происходить в России. Вот такой вот феномен необычный, который как бы вас удивит. Значит, новые, давно считавшие уже как бы вымершими, как бы сказать,
потерянные уже в истории определенные животные, звери. Краснокнижные уже давно даже не краснокнижные, а вымершие, как кажется, вымершие животные, вдруг будут находить в сибирских лесах. Это некие такие определенные порода белок, значит, хищных зверей, хищных котов, может быть, разновидность манулов, что-то в этом роде. И на удивление ученых, они будут выявляться, что они, оказывается, существуют. И начнут этим заниматься для того, чтобы пресечь охоту на этих животных. Может быть, в будущем, лет через 30-40, их будет больше на нашей земле. Дальше. Сейчас я вам сконцентрируюсь. Реки будут образовывать водопады в неожиданных местах. И эти водопады останутся на много лет. То есть реки будут образовывать внезапно водопады. Дальше очень интересный феномен. Из рек будут бить фонтаны, выходить фонтаны сами по себе, природные фонтаны, которые очень сильно людей удивит, но это имеет место быть. Небесные явления. Огромное количество небесных явлений. Такое было предсказано в 2020 году, оно случилось и сейчас. Кровавая луна, кровавое небо, цвета крови, цвета золота, птицы внезапно будут метаться отсюда, оттуда, во всех регионах. Это будет зафиксировано. Просто непонятная какая-то миграция птиц. Как будто они снялись с места и начали просто улетать куда-то, непонятно, потом вернулись. Те самые небесные глаза, или глаз Перуна еще называют, которые будут фотографировать люди и выкладывать в огромном количестве. Полтергейсты в домах будут очень активны. В этом году ожидайте постоянно перемещения в доме, какие-то перепады. Потом не забывайте, что в этом году домовые могут быть очень активны. Так что угощайте своих домовых, обращайтесь к ним. Не забывайте, что эти духи особенно будут проявлять себя в этом году. Поэтому не бойтесь этого. Постарайтесь создать с вашим домовым хорошее такое уютное состояние, и они вам ответят тем же. Далее. Запрет на, охоту на оленей и моралов. Пока полный запрет до определенного времени. Потом открытие новых каких-то, заповедников. Туда будут выпускать зверей. Абсолютно просто будут брать лесные массивы. Причем половина леса настоящая, натуральная, свое природное, половина посаженная. И запускать туда, различные виды животных. Обновление флоры и фауны в России начнется в 2025 году. Задумываются уже об этом. Очень активность двух женщин-политиков. Женщин-политиков, которые будут губернаторов, можно сказать, трясти, проверять. Одну из них попытается убить. Одна из них уже есть. Вторая на арену выйдет в скором времени, политическую. Одну из них попытается убить. И в этом году очень много заказных убийств судей. Кто работает судьей, будьте очень осторожны. Очень осторожны. Много будет убийств именно судей. Какое-то нашествие в этом году такое. Далее. Очень большой
значит, большая проверка и нововведение в МВД. Помимо Росгвардии появится еще какая-то служба. И эта служба будет то есть полугосударственная, неправильно сказать, полугосударственная, такое инициативное. Помните, раньше были эти дружинники? Вот что-то в этом роде. Но оно просуществует недолго, потому что народ начнет, стукачи, понятно, ментовские и прочее, и это сойдет на нет. Но будет такая инициатива, будут выступать, вот молодые люди, приходите, работать в милицию, полицию уже, да. И как-то так это, уже не тот период, уже, к сожалению, немного наше МВД слегка очень сильно себя испачкало, поэтому не очень стремятся туда. Но реформа МВД будет конкретная. Полетят головы многих генералов и погоны в том числе. Это тоже имейте в виду, потому что особенно Нижний Новгород, уже который надоел всем, и Бастрыкину в том числе, потому что там ни хрена не работает никто. Значит, особенно у нас очень много преступных элементов просочились в МВД Татарстана. И вот и с ними будет очень так конкретный разговор. И на высшем уровне генералитет начинает проверку МВД. Так что если работаете в МВД, будьте очень осторожны с бумагами, со всеми и так далее. Прям вот сокращение, реформы очень жестко сейчас будут прессовать. Но в то же самое время поднимут вам зарплаты. То есть зарплаты поднимут, но потребуют по полной программе. Будьте осторожны и, как бы сказать вам, работайте на совесть. Армия. Значит, у нас, поскольку постепенно уже решается этот вопрос, новые льготы ведут для воевавших ребят, для их семей. И это будет действовать на много лет вперед. И армейская служба, значит, по контракту, заключенные контракты, большие выплаты. И сейчас государство более всего заинтересовано, чтобы обеспечить состав офицерский, армейский, квартирами, там, имуществом и так далее. И введут новый закон, согласно которому, если человек отслужил больше 10 лет, он имеет право получать квартиру. То есть и раньше было что-то такое, а сейчас вот именно конкретно введут закон об обеспечении военнослужащих, их семей. Естественно, там есть конкретные какие-то цены, да, ценовая политика. Вот от сих до сих имеете право просить вот по такой цене, а то квартиру могут попросить и возле Кремля. Это ни о чем не говорит. Награждение многих волонтеров в этом году. Значит, специальная какая-то волонтерская организация, которая будет особенно выделять людей, которые там для фронта делают много. Вовлечение детей в этот процесс. Школы будут вовлечены. Год для России такой, знаете, средней тяжести. И трудности, конечно, не без этого, но не такие тяжелые, как было в 2024 году. Этот год, 2024, прям ползком идет, идет прям убивая нас, аж за горло держит. Очень тяжелый год, очень тяжелый год. Не буду раскрывать скобки, но для всех он тяжелый был год. Особенно тяжелый, вообще невыносимо тяжелый. И он сейчас уходит. Уходит, унося с собой все свои бедствия. Но в любом случае спасибо этому году, что он был, потому что надо так, надо благодарить каждый год. Все, что в нашей жизни происходит, он не просто так происходит. Мы какие-то извлекли уроки из этого. Мы многое для себя взяли, поняли, преодолели, стали сильнее, самое главное. Такие годы, когда нас бросают башкой в омут, значит, такие годы, они
как бы сказать, они нас учат многому, да, выживаемость становится на более высоком уровне, так что мы благодарны этому году, но встречаем год денежный и год, когда наш род и силы нашего рода будут нам покровительствовать. То, что я сейчас не сказала, я скажу, когда буду рассматривать и, то есть, снимать по регионам. Еще раз повторюсь, в этом году не только в России, во всем мире будет происходить конфликт между религиозной властью и светской властью. Значительно будет упразднена религиозная власть, потому что она уже везде стремится взять бразды правления и стремится вносить свои законы, вносить свои коррективы, и светской власти это совсем не нравится. Пока терпят, потому что не хотят особых трудностей, проблем. Все-таки военное время не самое, то есть не до этого всего. Но потом будут прям конкретные такие очень многие люди с этой и с той стороны, прям, вы знаете, как будто в них вселится что-то, и они будут говорить такие вещи, о которых раньше бы в жизни не сказали. То есть они сами себя вот так раскроют во всей красе. Далее, наверное, будет год матери и ребенка или сохранение детства, поощрение рождаемости, как обычно. Еще больше будут выплачивать именно вот единоличный, да, платеж, материнский капитал. Я знаю, что вы ждете все по мигрантам, что будет. По мигрантам будет более жесткая политика в этом году. Проверять будут все предприятия, которые принимают их на работу, местные власти, которые берут большие деньги за то, чтобы пустить, скажем так, дешевую силу, рабочую силу. Но в то же самое время люди, которые имеют контракт и прочее, они будут более защищены от нападок. И это есть люди, которые законно приехали работать и как бы имеют право на это, они более как бы будут защищены. Потом будут рассматривать запрет привести семью до 5 лет. Если человек меньше 5 лет здесь находится, он не имеет права возить пока семью. Пока сам не утвердился, чтобы было поменьше и преступности, чтобы больше было интегрированности и прочее, прочее. Все остальное, естественно, я скажу вам во второй части. А пока прослушайте это. И удачи и всех благ.